Ночью и утром состоялся первый массовый прилет дронов по Москве. Сам по себе прилет — это, конечно, не новость. Дроны уже успешно атаковали Кремль, массово падали в Московской области. В этом смысле Москва уже давно не является неприкосновенной. Но все прошлые прилеты по Москве и области — это скорее шутки юмора, пробные шары, нанесение имиджевого ущерба, работа на газетные заголовки. А сегодня речь идет о настоящем массовом прилете. Российская сторона говорит о 25 дронах. Да, в этот раз не было значимых разрушений, и, к счастью, никто не погиб. Но в отличие от всего, что мы видели до этого, вчера случился настоящий акт войны в Москве. И очень важно, что именно в Москве. Столица в недемократических режимах всегда занимает неадекватно большое место в политике. В таких режимах в стране все упирается в отношения с центральной властью. Лучшая карьера – это карьера госслужащего, лучший бизнес с госконтрактами, а главное конкурентное преимущество на любом рынке – возможность зайти в высокий кабинет и обратиться к его обитателю на «ты». Есть известная карта Соединенных Штатов с географией штаб-квартир крупнейших компаний, на которой видно, что буквально в каждом штате, включая самую глухую провинцию, обосновался какой-нибудь транснациональный монстр. В России это невозможно. Компании, чьи хед-офисы находятся не в Москве, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это центростремительная сила, которая раскручивает сама себя. Государственная карьера приводит в Москву. В Москве обивается весь бизнес, желающий быть поближе к людям на госслужбе. За ними всеми следуют контрагенты. Не станешь же ты обслуживать штаб-квартиру Сбербанка из Челябинска. Дальше идет сфера услуг, а еще дальше подтягиваются вообще все, кто хочет хоть как-то состояться в жизни. В России все это еще дополнено кривой фискальной системой. Как следствие, Москва по всем социально-экономическим показателям отличается от любого региона России, включая Питер, будто принадлежит к другой стране. Такая роль Москвы возникла не вчера. Мы ее наследуем у советской власти. Москва – это внутренняя заграница. Она всегда живет не как все. Какой бы кризис ни бушевал в стране, включая даже голод, Москву будут снабжать до последнего. У такой централизации есть свой существенный плюс. Когда вся власть и все интересы сконцентрированы в радиусе 30 километров от Кремля, тебе глубоко безразличны проблемы вне этого кружочка. У тебя могут полыхать окраины империи, идти восстания буквально в сотни километрах от столицы. И ничего из этого не будет иметь значения, потому что у восставших нет ресурса, чтобы преуспеть. С другой стороны, когда против тебя оборачивается столица, ты теряешь сразу все. Мы видим, как четко российская власть этот принцип понимает. Никакой войны в Москве быть не должно. Неважно, что там в Белгороде и Курске. В Москве люди должны сидеть на летних верандах и потягивать апероль. Да что говорить, когда по подсчетам медиазоны на 12-миллионную Москву в этой войне пришлось почти вдвое меньше некрологов, чем из 300-тысячной Тывы. Последний год типичная новость из любого приграничного с Украиной региона России про артиллерийский обстрел, прилет дрона, вторжение диверсионной группы, падение бомбы собственного самолета, взрыв железнодорожных путей. А какая типичная новость из Москвы? Мэр Сергей Собянин открывает метро, колесо обозрения, больницу или парк. Если московские новости и новости федеральные открыть в двух соседних окнах, то сложится впечатление, что речь идет о двух разных странах, не только по социально-экономическим показателям. Москва как будто находится где-то в Южной Европе, у нее совсем другие заботы. И ничего из того, что я сейчас описал, украинскому генералитету объяснять, конечно же, не нужно. Там прекрасно понимают, чтобы надавить на российскую власть, чтобы внести в ее действия хаос, намного эффективнее уронить один беспилотник на Москву, выбив 3 окна, чем войти в Белгород. Понимают, что российская власть может игнорировать многое, включая прямое вторжение при поддержке танков, если это многое происходит за 101-м километром. Но когда речь идет о Москве, придется любой ценой ее защищать, перебрасывать любые силы ПВО, даже с самых важных участков фронта. Потому что не наберется в России и 1% населения, которому было бы не пофиг на принадлежность Мелитополя. Но когда бьют по Москве, это видят все. Все видят, насколько эта власть оказалась слаба, насколько оказалась неспособна справиться с последствиями того, что сама же непонятно зачем затеяла. Мы уже не раз говорили,
Дроны «Камикадзе» изменили современную войну навсегда и гораздо сильнее, чем любые высокоточные ракеты и сверхзвуковые истребители с технологией стелс за сотни миллионов долларов. Дрон «Камикадзе» — это хрень из говна и палок. Он может стоить от нескольких сотен долларов. По меркам войны, где самый простой артиллерийский снаряд, который никто даже не считает, стоит несколько тысяч долларов, это просто бесплатно. Это фундаментальный переворот в сознании оружейников. Зачем строить нечто очень дорогое и очень технологичное, способное преодолевать системы ПВО, когда можно скрутить в гараже сотню тарахтелок, 90 из которых непременно собьют, 5 упадут сами, 3 промахнутся, но 2 попадут, и этого точно будет достаточно. Ведь сотня тарахтелок и 10% от цены высокотехнологичной ракеты не стоит. И работа ПВО по каждой из этих тарахтелок стоит в 20 раз дороже, чем она сама. Россия сама открыла этот ящик Пандоры, когда начала массовые закупки шахидов у Ирана. Да, какое-то время это казалось золотой пулей. Копеечные дроны с двигателем от мопеда перегружали украинское ПВО и успешно прилетали в гражданскую инфраструктуру, оставляя людей без света и тепла. Но реальных итогов этого было ровно 3. Во-первых, на фронтовую ситуацию террор тылов не повлиял никак, а люди только больше мобилизовались. Во-вторых, постоянные ковровые обстрелы дронами побудили союзников поставить Украине новейшие средства ПВО, и теперь как минимум Киев фактически неуязвим. В-третьих, Россия сделала аналогичные удары по себе совершенно приемлемыми. Мы давно говорили о том, что Украина явно готовит собственный флот дронов «Камикадзе». Что все эти падения единичных аппаратов по всей территории от границы и до Москвы — это явно испытание. Это прощупывание ПВО, калибровка аппаратов. Мы говорили, что вопрос, когда Москва займет место Киева, когда атаки с воздуха станут ее реальностью, это лишь вопрос времени. И вопрос, когда Украине это будет нужно. Ведь защиты от этого нет. Россия по естественным причинам, просто из-за гигантской своей территории, которую при всем желании не насытишь средствами ПВО, гораздо уязвимее для таких атак, чем Украина. Ну вот время и пришло. Понятно, зачем это надо Украине. Ей нужно дать понять российскому руководству, что линия фронта — это не 1500 километров украинской территории, где без проблем можно концентрировать сколько угодно войск, техники и вооружений. Что линия фронта тянется от Белгорода до Москвы. Дать понять, что границу нужно сторожить везде, ведь новая группа прорвется в любой момент. Что везде нужно ПВО, ведь Москва беззащитна от атак с воздуха. Дать понять, что концентрировать все силы на одной только линии соприкосновения больше нельзя, потому что отныне линия соприкосновения — это вся Россия. Почему атакуют Москву, а не какой-нибудь важный военный объект? С важными военными объектами все сложно. Его надо найти, все разведать и убедиться, что атака по нему имеет смысл. И надо попасть достаточно точно, на что полукустарные дроны далеко не всегда способны. А Москва огромная, по Москве не промахнешься. Но эффект будет гораздо сильнее, чем от уничтожения сколь угодно важного стратегического склада ракет. Возвращаемся к тому, с чего сегодня начали. Столица для недемократических режимов бесконечно важна. Падение дрона даже на какой-нибудь необитаемый сарай между Северным и Южным Бутово — это новость, которую невозможно игнорировать. Это повод снимать с фронта куда больше ПВО, чем после взрыва ангара с кинжалами. Про взрыв ангара с кинжалами никто и не узнает, это просто материальный ущерб. А любой удар по Москве, включая по тому самому сараю, это удар лично по Путину. Это демонстрация слабости. А явная слабость — это, пожалуй, единственное, что такие режимы не могут себе позволить. Паника и лихорадочные телодвижения для спасения Москвы, поиск виноватых в такой катастрофе — это синоним слова «дезорганизация». Это ситуация, в которой фронтовые заботы становятся глубоко десятым делом, ведь генералы и гражданское начальство сильно заняты перекладыванием вины друг на друга. Они бегают кругами с палящей головой, и вот уж в этот момент им точно не до того, куда продвинулась ВСУ. ВСУ по своей территории двигаются, а дроны прилетают по Москве. Какую из этих задач надо решать первой? Это вопрос не то чтобы со многими вариантами ответа. И такое положение создает идеальную ситуацию для наступления украинских сил. Поэтому вопрос, а когда начнется давно анонсированное наступление, больше можно считать неактуальным. Оно уже началось. Пока без наземной части, пока с нападения на Москву. Но это куда более важный шаг, чем взятие очередной деревни с довоенным населением в 30 человек. Тут важно проговорить. Судя по характеру прилетов, по минимальным разрушениям, эти дроны несли либо номинальный боевой заряд, либо не несли его вовсе.
явно не стояло никакой цели поубивать рандомных мирных жителей. Цели стояли чисто политические. Цель – внести хаос. Цель – помочь собственному наступлению. Это очень важно отметить. Украина копирует механики России, но не копирует методы. Это не террор гражданского населения, это кошмар для начальства. О чем красноречиво свидетельствует карта прилетов, аккурат вокруг Рублевки, чтобы дошло до тех, до кого должно, чтобы сообщение было доставлено адресатам без посредников. Прилет по густонаселенному городу, тем более по моему родному городу, это не что-то, что мне нравится, конечно. Но у нас на дворе фронтальная война, а эта атака явно не несла цели кого-то убить. Это очень похоже на то, что каждый день происходит в Киеве, Одессе и Харькове, но на практике это нечто совершенно иное. Реальный военный акт с целью помочь своим войскам на фронте, а не устроить массовые убийства в Москве. И у этого акта будут разные последствия. Как практические, о которых мы сказали, так и чисто моральные. Новый этап унижения Путина и всей его свиты, которые сейчас ничего не остается, кроме как вновь повизгивать о ядерном оружии и лишний раз демонстрировать свое бессилие и ничтожность. На моральный дух украинских войск это повлияет самым положительным образом. Но нет у этого акта одного последствия. Нет гражданских трупов. А пока нет гражданских трупов, речь идет, в общем-то, о политическом событии. Завершить надо вот чем. Ну как, друзья геостратеги, доигрались? Доделились мир с НАТО? Дофантазировались? Нравится вам? Не Зеленский, не Залужный и не Буданов. Это все вы. Только вы привели к тому, что Москву массово атаковали впервые за 80 лет. Как там поживают ваши кольца ПВО Москвы? Где былой опломб? 2 года назад было невозможно поверить, что вы настолько отбитые, что развяжете большую войну в Европе. Сегодня невозможно поверить, что вы настолько жалкие, что оказались совершенно не в состоянии что-то с ней дальше сделать. И то, что сейчас происходит, это совсем не финал. Раньше или позже вы ответите за все, что нахеровертили. За то, что вы превратили в черти что страну, которая была обречена на успех. До завтра.